Меня часто спрашивают, в какую страну выгоднее инвестировать? Дубай, Турция или Грузия? Давайте начнем по порядку. На этот вопрос на самом деле не существует единого ответа, потому что все зависит от того, какие цели преследуете вы конкретно. Хотите вы ее купить для инвестиций, для жизни или для отдыха? В какой валюте на данный момент у вас находятся деньги, доллары, евро или, быть может, даже рубли? За последние месяцы с апреля доллар вырос на 18,5%. И, конечно же, насколько сильно вы готовы к рискам. Если разбирать по странам, то, предположим, Турция, Грузия, Дубай. Начнем с Турции. В Турцию чаще всего инвестируют для получения ВНЖ. Кстати, оказывается, в Турцию прибыло самое большое количество русских мигрантов за последнее время, а они все еще борются с сирийцами. И сейчас начинают вводить ограничения по получению паспорта. Среди русских было как раз получение турецкого паспорта одним из главных инвестиционных направлений. В особенности то, что еще были предложения, которые были до 400 тысяч долларов. Застройщики, которые успевали подтвердить кадастровую стоимость выше и делали стоимость ниже на свою недвижимость. Сейчас уже таких вариантов практически нету. На рынке осталось действительно где-то около 2 таких вариантов, а остальные все это квартиры, которые начинаются от 400. Уже нельзя, к сожалению, успеть даже подать документы на турецкий паспорт. Сейчас произошло приостановление всех дел по этому вопросу. Те, кто успели, а те, кто не успели, к сожалению, вы уже будете ждать теперь новые правила. О них я вам расскажу в моем влоге. Следующая страна — это Грузия. Грузия — это самые рисковые инвестиции, но где прирост может составлять 20-30% годовых. То есть это относительно той же самой недвижимости, предположим, Дубая, очень хороший прирост. Потому что в Дубае этот прирост чаще всего не показывает даже 10%, как на сдаче, так и на строящейся недвижимости под перепродажу. Не верьте в те суммы, которые вам называют больше, поскольку если вы хотите быстро перепродать вторичный объект, даже пускай это будет и переуступка еще недостроенного объекта, то в любом случае вам придется делать стоимость ниже застройщика. Даже если у застройщика эта цена, предположим, поднялась на 20%, вы не сможете продать эту квартиру даже с повышением стоимости на 15%, потому что обязательно найдется сосед, который будет демпинговать вашу цену и демпинговать рыночную. Люди, тем более, чаще всего предпочитают покупать у застройщика, нежели квартиру с небольшой разницей в стоимости. В Грузию же рисково вкладывать, потому что здесь был определенный период застоя, и те, кто инвестировал до ковида, те, кто инвестировал до военной операции, те сейчас получают прибыль. Однако некоторые дома простаивали, и те, кто планировали продать эти дома в прошлом, позапрошлом году, они не сумели этого сделать как раз таки потому, что были нарушены поставки, было невозможно работать в период ковида. В Грузии ничего не строилось, просто стояли котлованы, просто стояли недострои, которые сейчас в экстренном порядке доделывают, достраивают и что-то не в экстренном, а даже согласовывают, но не везде, надстройку нескольких этажей и продолжают продавать. Кстати, хотели бы вы, чтобы я рассказала вам о самом главном недострое в Грузии? Ставьте лайки, если да.